Всем привет! С вами Джаскаус. Сейчас я расскажу вам об одной из самых динамичных карт в игре, как в случайных, так и в командных боях. Данный гайд предназначен преимущественно для новичков, обычных игроков и также поможет начинающим киберспортсменам, которые желают играть в Wargaming Net League и составлять конкуренцию топовым игрокам и командам, но и тем, кто играет в эту игру ради удовольствия. Имейте в виду, что в данных видео я показываю наиболее популярные на данное время стратегические моменты проезда позиции. Вы можете что-то подсмотреть, а что-то придумать сами. Соперника всегда удивляет что-то новое или хорошо забытое старое. Желаю приятного просмотра. Как вы уже догадались, молвить я буду о рудниках. Расскажу, как устроена карта, разберу для вас подробнее некоторые интересные моменты при игре за защиту. Рудники представляют собой холмистую местность с горкой в центре карты, в войне за которую происходит большее количество боев. Данная позиция очень важна, лучше просто так ее не отдавать, если у вас не имеется контр-игры против нее. Также имеется маленькая деревня, в которой очень редко происходят активные боевые действия. В основном эта позиция используется разведчиками, чтобы давать информацию по противникам, а более чаще происходят неожиданные атаки в корму врага. Имеется так называемая вода. По ней тоже часто проходят массивные атаки, но, как правило, они не очень эффективные. Острова также отличные стратегические позиции. Они чуть менее ценны, как гора в центре карты. Отыгрывая на этих позициях, важно понимать, что соперник, заняв центр карты, скорее всего догадается, где вы, но пока он это будет делать, у вас есть маленький запас времени, поэтому вам нужно играть быстро и решительно. Та из команд, которая взяла горку, зачастую и выигрывает бой. Но, конечно, бывают исключения. В формате атака-оборона на всех картах имеется две базы, которые нужно защищать. На рудниках одна база расположена около деревни со стороны дефа, другая на воде, ближе к стороне атаки. Высокий холм в центре карты является очень важной ключевой позицией. Несмотря на трудности по ее занятию, она резко улучшает позиции занявшей команды. Ценность горки трудно переоценить. Это отличное место для подсеты вражеской команды и стрельбы по отдельным танкам соперника. Также не забываем, что в любой момент противник может быстро проатаковать через воду или деревню и зайти на ваши позиции сзади. Деревня и остров, несмотря на ряд преимуществ, остаются уязвимыми для огня с центра. Малый остров, как его называют большинство профессиональных игроков, и прилегающий к нему водоем тоже немаловажная стратегическая зона. Тут лучше всего сдерживать вражеские танки, которые пытаются прорваться на ваши позиции или базу, которая находится прямо в воде. По моему мнению, для успешного боя в деревне совершенно не обязательно ее занимать, так как если вы имеете контроль над горой, то соперник не сможет просто так кататься и не получать урона, а тем более безнаказанно приезжать на вашу базу или респаун. Одной из самых популярных фишек на данный момент является отстрел горы со стороны защиты. Встаньте максимально отдаленно от этого куста, но только чтобы он был прозрачным. Делайте выстрел и откатывайтесь назад, чтобы уменьшить шанс ответного огня по вам. Как видите, мы сделали несколько точных попаданий по сопернику, не получив в ответ. Также эффективно нанести урон по сопернику может и арта, желательно М44, так как она дает очень большой разовый урон кумулятивным снарядам, и он у нее достаточно быстро летит, что помогает точнее попадать брату артоводу.
Главное подсветить заезд на эту самую гору. Вы светите, арта стреляет. Светите, арта стреляет. Вы снова светите, арта снова стреляет. После отстрела по горе вы можете переключиться на воду и увидеть проезжающего противника. В случае его обнаружения уничтожить. Проезжая по воде, любой танк значительно теряет скорость. Этим надо пользоваться. Идем дальше. Если вы решили не воевать за гору, а за камнем агрессивно играют вражеские танки, есть отличные позиции на малом острове, с которой можно дать несколько выстрелов по танкам соперника и в итоге согнать их с этой позиции. Если противник играет агрессивно за этим камнем, значит он будет виден вам, и этим надо пользоваться. Соперник не увидит вас, но сразу поймет, где вы находитесь. Отличная позиция, чтобы не дать сопернику играть агрессивно на центре. А как считаете вы? Сопернику придется менять свои позиции и скорее всего просто заедет на гору. Для нас это тоже информация. Существует отличная позиция, как выгнать и этот танк со своей позиции. Давайте посмотрим. Вам нужно максимально аккуратно проехать по острову и заехать в один из нескольких кустов, чтобы обнаружить противника. Я выбрал этот. Обнаруживаем противника. Отъезжаем от куста на 15 более метров, сводимся и стреляем. При этом мы не засветимся, но соперник будет примерно понимать, откуда по нему стреляют, и постарается дать наугад в ответ. Поэтому после выстрела вы можете заехать за камень, чтобы уменьшить шанс попадания по вам. Не советую сойти танк в нычке не из-за куста. Обычно это плохо кончается. Имейте в виду, что если вы едете очень нагло на малый остров, соперник может вам и вашим союзникам настрелять много урона, а то и убить. Неприятно будет, особенно если это происходит в самом начале боя. Победить в этом бою из такой ситуации будет очень непросто. Позиция на малом острове позволяет светить вражескую атаку по этому флангу. Пользуйтесь этим и стреляйте по танкам, пока они ничего не могут вам сделать. Но не все так просто. В основном атаки на такие направления проводятся всеми танками, и обороняться в 2, а то и 3 ствола будет очень трудно. Поэтому стоит провести несколько боев в тренировочной комнате, чтобы максимально эффективно отбивать атаку врага. Надеюсь, вам понравился мой небольшой обзор этой карты, и вам было приятно смотреть, так как эти видео для вас. Если вы хотите продолжение подобного рода видео, оставляйте комментарии и пишите, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале. А также подписывайтесь на наши социальные сети, они в описании под видео. И следите за нашей танковой командой. Желаю вам хорошей жизни, мира и удовольствия, и не только от игры в танки. Ах да, совсем забыл. Все, что я вам рассказал и показал в этом видео, вы можете опробовать сами, играя в командных боях или в ладере. Опробовать формат 7.54 там проще всего, я рекомендую.